Всем привет! Продолжаю вас знакомить с городом Малага. Самая посещаемая достопримечательность в этом городе называется Альказаба де Малага. Это крепость. Ее построили еще в 8 веке мавры, которые проживали здесь до того, как испанцы захватили этот город. На каждом шагу в центре Малаги продают жареный миндаль. Стоимость небольшого кулечка от 1 до 2 евро. Точнее сказать, Альказабу начали строить в 8 веке, но окончательно достроили ее только уже в середине X века. В то время крепость предназначалась для правителей династии Зиридов в Гранаде, как место их пребывания, а также представляла собой мощное оборонное строение. Сегодня площадь крепости составляет 15 тысяч квадратных метров, но согласно плану строительства, который сохранился до наших дней, Альказаба в период рассвета имела площадь в 2 раза больше. Сейчас мы можем наблюдать только то, что осталось, и то, что смогли реконструировать. Надо сказать, откуда здесь такая архитектура. До того, как испанцы отвоевали часть Пиренейского полуострова, на этих землях царила мусульманская эпоха, поэтому и сохранились памятники тех времен по всей Андалусии. Альказаба расположена на холме, а еще выше, на самой высокой точке Малаги, находится замок Гибральфаро, который я покажу вам уже в следующем видео. Обязательно при входе возьмите брошюрку «Путеводитель», так вам будет легче ориентироваться по крепости и не пропустить важные детали строения, а также при желании можно арендовать аудиогид. Альказабу можно посетить бесплатно в воскресенье с 2 часов, а так вход стоит 3,5 евро, но я советую вам приобрести двойной билет для того, чтобы посетить еще Гибральфаро, и тогда двойной билет будет стоить 5,50.
Проходя в эту комнату, рассмотрев макет крепости, не забудьте поднять голову наверх, чтобы не пропустить важный элемент. А это апельсиновый дворик Патио де лос Наранхос. Крепость в Малаге считается лучше всего сохранившейся Альказабой в Испании. А это, пожалуй, одно из самых красивых мест в крепости, которое называется Патио де ла Альберка. Особенно в архитектуре этого строения меня поразил потолок. Обязательно обратите на это внимание. Оказывается, это оригинальное искусство архитектуры составляет важнейшую память андалузского периода, сохранившегося в таком виде в Испании. На прогулку по территории крепости у меня ушло не больше часа, но я на самом деле думала, что уйдет больше времени, потому что, смотря на крепость, у подножия ее, она кажется такой большой, величественной, но прогуляться по территории мне хватило 1 часа. Открывается здесь красивый вид на Малагу, но с Гибральфаро открывается еще лучше вид, поэтому я покажу вам его чуть позже. А пока предлагаю посмотреть вид на Малагу с крепости Алькасаба.